Добрый день, друзья! Сегодня очередная серия по работе с кистью и пальцами. И сегодня мы с вами поговорим о миостимуляции. Одна из достаточно эффективных процедур по восстановлению движений при парезах, неважно, плегия или спастика, есть особенности, но об этом мы поговорим чуть позже. Сразу хочу предупредить, есть к миостимуляции ряд противопоказаний, такие как, разумеется, тромбозы, эписиндром, возможные судорожные состояния, повышенное артериальное давление. То есть в любом случае, прежде чем купить миостимулятор и начать им пользоваться, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или хотя бы перечитайте выписку и посмотрите, какие противопоказания есть при назначении данной процедуры. Давайте приступать к миостимуляции. Ну что ж, миостимуляция. Аппараты по миостимуляции бывают совершенно различные. Спортивные, косметические и медицинские, и, скажем так, полупрофессиональные медицинские для домашнего использования. В любом случае, уже говорил в нескольких видео по миостимуляции, но повторюсь. Когда вы планируете купить миостимулятор, отталкиваясь от следующих режимов. Значит, желательно, даже точнее обязательно, в миостимуляторе должно быть как минимум 3 основных режима. Это массаж, это режим EMS, нагрузка на мышцы, и режим TENS, нейрорежим, который тренирует проводимость по нервному волокну. Итак, мы в наших видео говорим о двух проявлениях пареза: о плегии и о спастике. Поэтому будем сохранять традицию и начнем мы с вами говорить, как уже повелось, о плегии. Плегия, рука расслаблена, пальцы безвольные, никакого напряжения на мышцах нет, от слова совсем. Здесь мы можем работать на мышцы разгибатели и на мышцы сгибатели. Смотрите, есть одна тонкость. При плегии можно использовать миостимулятор как до выполнения активных упражнений, так и после выполнения активных упражнений. То есть при плегии, так как нет совершенно тонуса, нам надо хоть как-то мышцы стонизировать. Поэтому мы можем начинать процедуры с миостимуляции, потом переходить на активные и активно-пассивные упражнения, а потом заканчивать также миостимуляцией. Вариантов подбора режима их множество. Понятно, что здесь надо подбирать режимы и длительность по каждому конкретному пациенту. Но мы возьмем с вами нечто среднее. И, соответственно, я могу сказать, что лучше до упражнений, перед упражнениями, если вы делаете миостимуляцию, делать ее в режиме все-таки TENS, чтобы улучшить, или хотя бы хоть как-то запустить проводимость нервных импульсов. А вот в конце, при плегии, когда вы уже позанимались рукой, поделали всевозможные упражнения и понимаете, что все, рука уже вообще не реагирует на ваши занятия, то вот здесь можно, скажем так, добить эту нагрузку, опять же, миостимуляцией в режиме EMS.
В некоторых случаях можно также использовать режимы массажа. Но это немного такая отдельная, более специфическая тема. Итак, плегия. При плегии наша основная задача что-то схватить, как мы говорили уже в прошлом видео. Соответственно, мы начинаем с стимуляции сгибателей. То есть нам нужен хват. Поэтому располагаем пластины на сгибателях, то есть на внутренней стороне предплечья. И сейчас я буду выбирать совершенно любые режимы на миостимуляторе, просто чтобы показать, как это работает. Ставим режим TENS, как я уже говорил, если мы работаем перед упражнениями. Ну, в принципе, если мы работаем, можно делать стимуляцию при плеге и после всех занятий, и отрабатывать небольшое время в режиме TENS, а потом переключаться на режим EMS, то есть нагрузки на мышцу. Итак, давайте вот этот режим. Так, начинаю потихонечку. Друзья мои, очень аккуратно, очень постепенно прибавляем нагрузку на стимуляторе. Потому что бывают такие ситуации, когда вы начинаете миостимуляцию, нервные окончания никак не реагируют на раздражение, а потом они включаются и включаются резко, и у вас идет вот такой резкий прострел. Не надо, это неприятно, это больно, это травмы как минимум. Вот. Поэтому между каждым прибавлением делайте где-то 1-2 секунды паузу и прислушайтесь к своим ощущениям. Итак, вот видите, моя рука уже начинает подергиваться. Вот она начинает подниматься. То есть у нас сейчас на данный момент... Ух ты, переключился режим. Видите, у меня пальчик сразу стрельнул внутрь. То есть это... Если через силу я попробую разогнуть, вот, и теперь обратно расслабить руку, и опять пальцы, видите, зажимает. То есть, помимо всего прочего, надо сплотить. У меня включился средний палец, остальные пальцы свободны. Выключаем. Что делаем? Переклеиваем чуть-чуть пластину. Переклеиваем чуть пластину на более внутреннюю часть предплечья. Попробуем вот так. Попробуем вот так. И посмотрим, что у нас получится. Вот. Пошел. То средний, мянный. И вот потихонечку идет кисть. Обратите внимание, сейчас я вот средний и мизинец цепляюсь. То есть больше я покрыл. Давайте разогну чуть-чуть. Не получается разогнуть. Разогну, чтобы вы увидели, как располагаются пластины, да? Вот. Значит, смотрите, так как у нас миостимулятор, пластины миостимулятора стоят на сгибателях, вот у меня потихонечку, вот я еще раз сброшу его и попробую подумать, чтобы включить все пальцы. То есть мы клеим одну пластиночку на внутреннюю часть, совсем на внутреннюю, то есть к мыщелку внутреннему локтевого сустава. И еще одну давайте мы приклеим вот сюда, чтобы нам не зацепить разгибатели, но максимально покрыть сгибатели. Смотрите, это электрический импульс, то есть все сгибатели там пластин под все там 2-4 контакта не надо покрывать. То есть электрический ток, он распространяется по всем сгибателям. Самое главное их накрыть все. Итак, пробуем. Поехали.
Вот теперь я чувствую, что у меня накрыло всю руку, все пальцы. Какие-то пальцы включаются раньше, какие-то чуть позже. Смотрите, идет сгибание кисти в лучезапястном суставе. Понятно, это первичное движение. Поэтому можно поработать так, а потом, чтобы подключить максимально пальцы, мы принудительно с вами выпрямляем кисть. И выпрямив кисть, у нас максимально включаются пальцы в этот процесс. Также можно через силу... Ух ты! Не могу разогнуть, представляете? То есть даже своей рукой не получается у меня безымянный палец вывести в это положение. То есть мы сделаем чуть меньше. Вот. И разгибаем пальчики и отпускаем. Они идут в сгибание. Опять проводим, разглаживаем и опять отпускаем. И они опять идут у нас в сгибание. В режиме TENS, вообще в любом режиме миостимуляции, оптимально это 10-20 минут на каждый режим. То есть вы поработали там, допустим, возьмем средний, 15 минут в режиме TENS и потом переключились на 15 минут в режим EMS. Причем плегия, у нас нет движений от слова совсем, ни сгибания, ни разгибания. Поэтому мы отрабатываем и сгибатели, и разгибатели в этих двух режимах. То есть проработали сгибатели, пластиночки переставили. Сейчас. Капризные они к всевозможным тканевым поверхностям. Переставили пластиночки на внешнюю поверхность предплечья, также стараясь максимально покрыть все разгибатели. Но здесь я делаю так, можно пластиночку ниже опустить, то есть надо подобрать опытным путем то расположение пластин, которое включает все ваши пальцы. Итак, продолжаем. Режим TENS. Начинаю прибавлять постепенно. Постепенно чувствую уже пощипывание и смотрю ответ. Так, большой палец у меня включился. Разгибатели у нас более плоские. Как правило, оп, все, поехала рука вверх. Более плоские, то есть они чуть позже реагируют на раздражение. Вот рука у меня поехала разгибаться. Опять же, видите, у меня угол. Ее повернуло чуть внутрь. Не очень удачное расположение, не очень правильное. Сбрасываем и переклеиваем верхнюю пластину чуть-чуть больше к наружу. Чуть больше к наружу, чтобы пробуем добиться того, чтобы наша кисть поворачивалась, поднималась ровно. Так, ну-ка. Большой палец, все остальные включились. Вот, кисть пошла, оп, видите, передозировал, она пошла опять внутрь. Скидываем чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вот она пошла ровно. То есть фактически пластину можно еще чуть-чуть переставить. Но можно регулировать нагрузкой на миостимуляторе. Ну вот сейчас у меня стоит режим постоянной нагрузки на мышцу. То есть рука, видите, не опускается. Это не я держу руку, это миостимулятор. То есть я сейчас сброшу, пам, рука упала. На миостимуляторах есть разные режимы. Есть режим сокращения, расслабления. То есть это самый оптимальный режим для
работы с парезом. То есть он должен сокращать мышцу и сбрасывать нагрузку. Сокращать и сбрасывать. Смотрите, в принципе, как я уже говорил в прошлых видео, для того, чтобы максимально включить пальцы в работу, то есть лучезапястный сустав должен работать обязательно, но также нужно и включать пальцы. Для того, чтобы включить пальцы, надо отключить лучезапястный сустав, и это можно делать при помощи кистевых лучезапястных туторов со свободными пальцами. И в прошлом видео я их показывал, то есть очень доступные и очень удобные. Если у вас высокий тутор, есть короткие туторочки, есть с длинным предплечьем, с хорошей фиксацией, то вы совершенно спокойно можете наклеить пластины, выпустить провода вдоль руки и сверху зафиксировать это все ортезом. Итак, плегия. Соответственно, мы поработали на сгибателе, мы поработали на разгибателе. Посмотрите, если вы прорабатываете сразу два режима, и TENS, и EMS, желательно, чтобы нагрузка не превышала 40 минут. То есть общая нагрузка на миостимуляции не превышала 40 минут. Поэтому, если вы прорабатываете сразу, то здесь по 10 минут каждый режим, каждую сторону. То есть два режима здесь, TENS и EMS, это 20 минут, и два режима здесь, TENS и EMS, еще 20 минут, в общем 40. Если вы делите миостимуляцию до процедуры и после процедуры, то в принципе вы можете совершенно спокойно отработать по 20 минут внутреннюю часть и наружную часть в режиме TENS, и потом после упражнений переключиться на режим EMS. Это по плегии. Теперь давайте переходить к более сложной ситуации. Это спастика, это спастический парез. Итак, друзья, спастика. В отличие от плегии, здесь мы имеем, как правило, тонус на сгибателях, которые нам надо расслабить. И наша основная задача – это тренировка разгибания. Нам надо что-то отпустить. Взять-то, схватить мы можем. Или воткнуть в руку что-то и удержать. А вот отпустить мы не можем. Соответственно, здесь также можно использовать миостимулятор до упражнений и после упражнений. Но. Здесь чуть-чуть другая логика. Если при плегии нам надо было в принципе стонизировать и сгибатели, и разгибатели, то при спастике наша основная первичная задача, если мы используем миостимулятор до упражнений, до выполнения упражнений, наша задача расслабить сгибатели. И, соответственно, в каком режиме мы начинаем работать? Мы начинаем работать в режиме все-таки массаж. Выставляем режим массаж и находим в миостимуляторе программу расслабляющего массажа. Где-то это может быть называться расслабляющим массажем. Где-то это может называться имитацией потряхивания от расслабляющих движений. Поглаживание, потряхивание, легкая вибрация. То есть, сейчас я выберу здесь расслабляющий режим. Включил режим массаж. Попробую все-таки напрячь руку и потихонечку прибавлять. Да. Потихонечку легкая такая вибрация, легкие постукивания. Смотрите, друзья, очень важно. На режиме массаж не надо ставить очень сильную нагрузку на миостимуляторе. Очень сильно не прибавляйте на канале мощность.
Потому что это должно быть такое легкое воздействие, которое расслабит ваши сгибатели. То есть если начать прибавлять, то оно переходит все-таки в тонизирующее воздействие. Поэтому здесь совсем легонечко. Вот почувствовали вы на сгибателях ощущение вот этой вибрации, вот этого похлопывания, постукивания. В некоторых миостимуляторах такими волнами сменяются режимы на массаже, на расслабляющем. Все, сильнее делать не надо ни в коем случае. Потому что в противном случае это все перейдет уже в раздражение и в набор тонуса. Поэтому работаем в режиме массаж очень легко. Мышца должна расслабляться. Соответственно, отработали режим массаж. Дальше мы можем переставить электроды на разгибатели. Давайте я здесь, в отличие от плегии, положу пониже электрод и чуть-чуть вот наружу. Вот так вот мы сделаем. Желательно подложить что-нибудь, чтобы кисть свисала. Дальше. Это разгибатели, значит, нам их надо тонизировать. Выбираем режим TENS. Режим TENS, как я уже говорил, то есть мы здесь сейчас начинаем тренировать нервную проводимость. Нервную проводимость, чтобы нам добиться при выполнении активных движений нормального проведения, более-менее нормального проведения импульса. Оставлю ту же программу, соответственно, как и при плегии. Вот. И начинаем потихонечку прибавлять. Еще раз обращаю ваше внимание, что у меня режим постоянной нагрузки стоит. Не сокращение, расслабление, а режим постоянной нагрузки, чтобы визуально это было более понятно. Вот у меня пальцы поехали, начинают разжиматься. Ох, все пальцы включились. Для не пораженной конечности, конечно, ощущение не сказать, что из приятных, но рука, как вы видите, потихонечку загибает мне ее. Вот. В этом положении вы можете совершенно спокойно расправить пальчики, разжать, поработать чуть против. Вот смотрите, опять же, пальцы, так как это разгибатели общие, они загибают мне кисть. Но если я принудительно буду опускать кисть, у меня будут выпрямляться пальцы. И обратно. То есть вот это движение можно также поделать активно-пассивно. То есть вы опускаете, миостимулятор поднимает. Даже, я бы сказал, активно-активно. Миостимулятор активно сокращает ваши разгибатели. Вы активно опускаете руку, выпрямляете пальцы. А также все эти движения можно делать в коротких лангетах. То есть лангета только на ладонь пальцы, фиксация, все, пальцев в прямом положении, и у вас будет работать вся кисть, и пальцы при этом останутся прямыми. Итак, смотрите, при спастическом парезе, при тонусе мы также можем использовать миостимулятор до активных упражнений или активно-пассивных упражнений и после. Режим общей нагрузки в 40 минут у нас остается в любом случае. Но если вы, допустим, отработали, не стали делать миостимуляцию перед упражнениями, а качественно, хорошо промяли предплечья, расслабили сгибатели, прокатали, стонизировали разгибатели, отработали активно-пассивно, попытались поработать с предметами активно, подключили, допустим, также зеркало в этот процесс, и все, заканчиваем миостимуляцией. То здесь мы уже работаем
в основном над разгибателями. Мы поработали над разгибателями в режиме TENS, допустим, 10 минут, в режиме EMS, допустим, еще 10 минут. Потом переставили электроды на сгибатели и включили режим массаж, легкий массаж, для того, чтобы пролонгировать ваши занятия и как можно дольше оставить руку в расслабленном состоянии. Если при плегии наша задача задать тонус, то при спастическом парезе наша задача как можно дольше оттянуть набор спастики, набор тонуса, приведение руки в патологическое порочное положение. Ну что ж, друзья, по миостимуляции пока это все. Если остались вопросы, пишите комментарии, пишите, если что-то вдруг было непонятно, буду отвечать, буду разъяснять. На сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго и будьте здоровы!